Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на следующую неделю. Это расклад на неделю с 29 декабря по 4 января. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает в этот отрезок времени, что интересного вас ждет, к чему вам следует быть готовыми. Итак, расклад на неделю с 29 декабря по 4 января по дням недели. То есть начинаем с понедельника и завершаем воскресеньем. На каждый день достаю по одной карте из одной, затем из другой колоды, соответственно, и эти комбинации карт с вами вместе разбираю. Можете подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали. Буду очень и очень признательна. Итак, рыбки, давайте посмотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, у нас есть девятка мечей, первая карта. Здесь она такая, знаете, неприятная, да, в том плане, что вы сами себя загонять можете в какую-то клетку, может быть, вы ограничиваете себя от каких-то возможностей, которые вам даются и которые у вас есть. У вас есть варианты, есть дополнительные опции какие-то, но вы их не используете, вы не хотите почему-то этого делать, потому что есть чувство вины или страха за что-то. Может быть, вы из-за чего-то другого себя ограничиваете, да, из-за других людей чувствуете какую-то скованность. Может быть, по девятке мечей здесь вините себя за что-то или сомневаетесь в том, стоит ли что-то делать, и очень много об этом можете думать. Может быть, даже плохо спите из-за этого, потому что очень-очень много переживаете по этому поводу. Может быть, у вас много каких-то дел было, которые не давали вам расслабиться, да, поэтому есть такое ощущение напряжения по девятке мечей. Давайте посмотрим еще у рыбок, что здесь есть. Карта туза пентаклей. Могут быть какие-то переживания из-за денег, из-за финансов. Есть неуверенность своя в том, что вы можете заработать какие-то деньги, которые рассчитывали, допустим. Может быть, вы себя стыдите или вините за какие-то вопросы, касающиеся денег. Да? Может быть, здесь вы, как будто вы знаете, за какие-то события, касающиеся, опять-таки, пентаклей, денег, переживаете. Давайте посмотрим, что здесь еще есть по двойке пентаклей. Кстати, кто-то может много работать, чтобы попытаться заработать денег. Двойка пентаклей, суета, очень много дел, очень много забот, очень многое пытаетесь успеть, собственно, во вторник. И по двойке пентаклей вам это, скорее всего, удается. Но, несмотря на это, здесь башня переходит в карту восьмерка кубков. Может быть разочарование, что вот очень многое пытаетесь, как из кожи вон лезете, но по карте башня что-то может пойти не так, что-то не по плану, что-то не так реализуется, как вам хотелось, или какая-то поездка может вдруг выдаться, а вам не хочется куда-то ехать, либо наоборот не получается поездка, которую хотели осуществить, допустим, или по карте башня какие-то ваши планы здесь, собственно, могут нарушиться. И какой-то хаос наступает, да, хаотичность в ваших действиях, потому что что-то не по плану, не так, как вам бы хотелось. Карта восьмерка кубков, разочарование, может быть уход к сложностям, к трудностям, понимание, что будет нелегко. Возможно, вы куда-то и едете, но есть такое ощущение, что как будто вы знаете, что будет непросто, нелегко. Четверка жезлов, хотя показывает семью, возможно, по этой карте вы разочарованы чем-то, что касается вашей семьи или близких, или узнаете что-то такое, что вас может расстроить. И четверка жезлов — это в отношениях с родственниками. Может быть, узнаете о каком-то переезде или узнаете о каких-то вопросах семейных, да, которые здесь вас могут разочаровать. Может быть, вы чувствуете какую-то неуверенность перед семьей в каких-то моментах, да, поэтому и восьмерка кубков. Карта короля мечей, воздушная стихия, и паж мечей тоже воздух. Может быть общение с воздушным знаком зодиака. Это весы, близнецы или водолеи в конце недели. И вот здесь вот этот король мечей, он такой очень и очень прагматичный, очень расчетливый. Человек, который по королю мечей может здесь быть, да, может быть, это и ваша здесь карта, хоть это не ваша стихия.
Но здесь вы можете либо общаться с таким человеком воздушного знака, либо вы здесь по королю мечей проявляете себя как ответственный в общении с другими, как человек, который старается контролировать. Если вы где-то с друзьями, знакомыми или родственниками собираетесь, то вы стараетесь очень ответственно относиться к тому, что вы делаете. А дальше паж мечей, наблюдение за ситуацией. Может и так быть. Можете узнать какую-то интересную информацию или какие-то новости интересные для вас. Возможно, чем-то интересуетесь активно, и действительно здесь эта информация опять-таки к вам приходит, что-то получаете. И это как озарение, прозрение, понимание каких-то вещей. Может быть, что-то читаете интересное, узнаете в новостях. Либо вам выпадает какая-то возможность, и вы вовремя ее замечаете, потому что в правильном месте оказались в нужное время, да, и вам эту возможность нужно словить, как будто бы она может быть очень-очень удачная по пажу мечей. Ну, либо общение с воздушным знаком, это весы, близнецы, водолеи, но при этом нужно быть осторожнее, потому что может вас здесь что-то и разочаровать. Тройка мечей о том, что вы можете быть расстроены чем-то, что касается этого человека, этого знака воздушного, либо той информации, которая к вам приходит. Карта двойка жезлов тоже как интерес, размышления, как быть, как действовать, какие шаги дальше предпринимать и как, собственно, поступать дальше по двойке жезлов. Карта умеренности, при этом старайтесь сохранять баланс, не торопиться, не принимать импульсивных решений. То есть вы взвешиваете все на своих весах, да, по двойке жезлов сначала пытаетесь во всем разобраться и потом уже принимать какие-то решения. Также может быть что-то связанное с человеком знака Стрелец, потому что вот здесь вот он выпал с карты умеренность. И дальше карта Дьявола, карта Козерога идет. Может быть общение, да, с Козерогом, либо какие-то соблазны, искушения, какие-то вещи, которые вам здесь выпадают, и, может быть, вам следует от этого отказаться. Может быть, здесь какая-то ситуация напряженная в общении с другим человеком, может быть, там, не знаю, какой-то конфликт или разногласия, которые вас втягивают. Также здесь может быть и ситуация, где вы связаны с кем-то очень тесно, очень прочно и нерушимо, и, может быть, это какая-то такая зависимость или созависимость. И вместе с девяткой жезлов вы можете столкнуться с тем, что кто-то упрям в отношениях с вами, или какой-то человек, который зависим с вами в отношениях, упрямство проявляет, какую-то упертость такую и защищает себя, какие-то свои интересы, выстраивает определенные барьеры между вами и собой. Либо кто-то чересчур сильно жаждет денег или какого-то успеха и для этого готов, сделать чуть ли невозможное, да, довести какие-то вещи до конца, что-то такое сделать, потому что очень хочет этого. То есть сильное желание, которое нужно реализовать. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для рыбок мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.